Кавказ – это уникальное место, где живет около 50 народов. Многие из них живут на этих землях более 3000 лет, другие пришли в результате завоеваний или миграций. Цель этого проекта – показать историю, культуру и обычаи кавказских народов из глубокой древности и до наших дней. Сегодня вы узнаете о двух небольших народах Кавказа. Я объединил их в один выпуск, так как они более чем близки между собой лингвистически, культурно и исторически. Не забывайте подписываться на канал, чтобы увидеть новые выпуски. Под видео вы найдете ссылку на Instagram, где вы можете участвовать в голосовании о судьбе канала, получать новости, а также пополнять знания любопытными фактами. А мы начинаем. Карачаевцы и балкарцы составляют по сути одно целое, но отличаются от своих соседей лингвистически. Из-за небольшой численности населения эти два этноса очень плохо исследованы учеными. На данный момент существует множество гипотез касательно их этногенеза. Исходя из того, что они используют тюркские языки, их чаще относят к кочевникам, чем к автохтонному населению Кавказа. По сей день существуют легенды о неком хане Карачая из Крыма, поселившимся на возвышенности. От него якобы и пошли карачаевцы. Но загвоздка в том, что внешне они имеют кавказионский тип, такой же, как у соседних автохтонных этносов Кавказа, что делает сомнительной гипотезу о тюркском происхождении. Также и балкарцев связывают с тюрками Волжской Булгарии, хотя и они относятся к тому же кавказионскому типу внешности, то есть местному. Есть еще одна важная деталь в пользу автохтонности этих народов. Карачаевцы и балкарцы имеют те же элементы кабанской культуры, что и большинство жителей Северного Кавказа. Это явно указывает на связь с средневековым государством Аланией. Более того, на землях, где сейчас живут карачаевцы, находится Зеленчукский храмовый комплекс X века. Он являл собой духовный центр христианской Алании. Подведем итоги. Однозначно то, что карачаевцы и балкарцы имеют смешанное происхождение. Так как внешне они выглядят как местные кавказцы, вместе с соседними этносами имеют общее аланское наследие, но лингвистически большее влияние на них оказали тюрки, а именно половцы, они же кипчаки. После походов монгольского полководца Батыя, кипчаки были оттеснены к Кавказу, где и смешались с местным населением, дав начало новым этноязыковым общинам, таким как карачаевцы и балкарцы. Начиная с 17 века, по ходу вовлечения российского государства в политику на Кавказе, устанавливаются связи с карачаевцами и балкарцами. Однако до Кавказской войны они состояли из частных случаев знакомства купцов или же исследователей местности. Но после начала российской экспансии на Кавказ, эти два народа объявляют о невмешательстве в эту войну. В 1827 году балкарцы вместе с осетинами высылают делегацию к российскому военачальнику Эммануэлю, ходатайствуя о получении подданства. Это помогло избежать столкновений, но карачаевцы заняли иную позицию. Хотя официально они не участвовали в войне, согласно донесениям российских полководцев, карачаевцы часто осуществляли набеги вместе с черкесами. Так или иначе, в 1828 году именно это послужило поводом для оккупации и вхождения Карачая в состав российского государства. Известным эпизодом экспедиции Эммануэля является Хасаукинская битва. Российское войско имело около 2000 штыков, а вот карачаевцев было всего 5 сотен. После 12 часов боев защитники вынуждены были отступить к селениям, а позже подписать документ о вхождении в состав Кубанской области России. Не похожи были судьбы этих этносов и после смены власти в Москве.
В 20-х годах 20 века коммунисты в надежде получить содействие этнического меньшинства создают национальные автономии. Но не так, как хотелось бы самим нацменьшинствам, а согласно догме о тлеющих межэтнических конфликтах. А именно, логично было бы объединить черкесов, названных черкесами и кабардинцами, между собой, так как они составляли единую нацию. Но вместо этого одну часть черкесов объединяют с балкарцами, а иную с карачаевцами, что является нелогичным и необъективным, но зато создает межнациональный конфликт на пустом месте. В 1926 году карачаевцам удается отделиться и существовать в своей автономной области целых 17 лет. Но в ходе Великой Отечественной войны обе автономии на полгода попадают под немецкую оккупацию. Это стало основанием для осуществления частями НКВД массовых чисток местного населения. Естественно, поводом была названа война с бандитизмом. Наиболее известными стали Черекские события, когда самих бандитов найти не удалось, зато полностью было уничтожено 5 населенных пунктов и от 1 до 2 тысяч жителей, якобы пособников этих самых мифических бандитов. В 1992 году комиссия Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарии назвала эти события актом геноцида. Но это было лишь началом печальных событий, выпавших на их долю. К концу войны оба этих народа обвиняют в измене родины в месяцы немецкой оккупации и в полном составе выселяют в Центральную Азию, а их земли делят между соседними областями. Невозможно точно установить, каковы были последствия этих событий, но считается, что около половины выселенных погибло в пути от голода и эпидемий. В 50-х годах указом высших властей Советского Союза депортация была названа ошибочной и незаконной. В 90-х годах был издан закон, называвший эти события актом геноцида. Карачаевскую автономную область не восстанавливают, а снова объединяют с Черкесской АО. В конце 1990 года карачаевские депутаты самостоятельно объявляют о создании Карачаевской республики в составе России. В Москве не согласились с этой идеей, и по сей день существует общий субъект для карачаевцев и черкесов. Считается, что после нашествия в 8 веке халифата на Кавказ немалое количество балкарцев принимает ислам, но подавляющее большинство оставалось язычниками как минимум до 17 столетия. Похожая ситуация наблюдалась и у карачаевцев, даже в 18 веке их еще считали язычниками. На данный момент абсолютное большинство исповедует ислам суннитского толка. Еще одним фактом в пользу гипотезы об автохтонности этих наций является то, что у них существует свой этический кодекс – Йозден Адет, что свойственно всем местным кавказцам. В целом, они все похожи и сводятся к чести, уважению, а также особому статусу гостя. Также хотелось бы отметить, что общим языком является карачаево-балкарский. Его относят к половецко-кыпчакской ветви тюркских языков. В 1939 году для него был создан алфавит на базе кириллицы. До этого использовалась латиница, а также арабская письменность. На данный момент он является основным для 300 тысяч человек. Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube канал, а также в Инстаграме. Напишите в комментариях, что вы знаете о карачаевцах и балкарцах и на какие темы хотели бы увидеть дальнейшие видео. И как обычно, мир вашему дому.